Это маска, которую вы одеваете, когда вы спите. It has a sensor, an infrared sensor, Там есть инфракрасные сенсоры, that determines when your eyes are moving. которые фиксируют движение глаз. Do you have stores that you walk in and a bell rings that interrupts the light beam, or example of your culture? Вот я не знаю, есть ли у нас какие-то примеры, например, в магазинах или еще где-то, где используется световой луч для прерывания какого-то. In any case, it's a technology that sees your eyes are moving, and therefore that you are in dreaming or rapid eye movement sleep. То есть это технология, которая позволяет фиксировать быстрое движение глаз, которое свидетельствует о том, что у вас идет сновидение. And then it causes lights to flash. И после этого начинают вспыхивать огоньки. And these lights flashing can appear in your dream. И эти вспышки You света, become lucid. вы становитесь осознанным. So what this is a dream sign. Итак, что это такое? Это просто признак сновидения. Something that's going to tell you that you're dreaming. Что-то, что говорит вам, что вы спите. But a very specific one. Но это очень специфический признак. Okay. Does one blink the lights at an intermission of the opera or the concert in Russia? Yeah. Yes. So. Ну вот есть такие мигающие освещение, которое используется там на концертах, в театре. Meaning the show is about to start. И оно, как бы вот показывает, что шоу должно начаться. Okay. And the same thing exactly in the dream, that you И то же самое происходит здесь в сновидении. see either the lights in the room flash, lightning bolts. То есть это в том, что увидит, там появляются какие-то сверкающие лампочки или еще что-то. Someone may have a foot. Yes. There are many techniques. Again, the manual describes hundreds of ways that the lights appear. Вот в этом учебнике описываются сотни способов, какими эти огоньки могут появиться во сне. And you simply prepare your mind to recognize what it means. И они просто подготавливают ваш разум к тому, чтобы распознать, что это означает. So this is being a reminder. You're already trying to remember to do something, to recognize you're dreaming, and then you get a hint, a reminder. То есть это все представляет собой своего рода памятку, то есть это дает вам намек и напоминание о том, что происходит. And then you become lucid. И после этого вы становитесь осознанным. But if you're using this device without trying already yourself to remember, Но если вы используете это устройство без того, что вы пытаетесь сами себе напомнить, then it's not likely to help. это вряд ли вам поможет. Когда это? Если вы пытаетесь работать с этим устройством, но при этом не даете себе намерение помнить, то это вряд ли поможет. Okay, there's another way that the Nova Dreamer helps a person to become lucid. Есть еще один способ, как новодример помогает стать осознанным. It has a snooze button. Do you have on alarm clocks to turn them off? Вот есть To wait 10 minutes. Кнопочка на будильнике, которая дает задержку на 10 минут. Because when we're falling to sleep, our eyes move as they do when we're dreaming. Поскольку когда в процессе засыпания наши глаза двигаются так же, как и позже в процессе сновидения. You push the button in front of the mask like this. И вы нажимаете кнопочку в начале на вот этой маске. It makes a flash of light. Она показывает вот такое мигание. And at the same time a beep of sound. И в то же время такой гудочек. Now, each time you press the button, it adds 10 minutes of delay. И каждый раз, когда вы нажимаете эту кнопку, она добавляет 10 минут отсрочки. So if I push it 6 times, then the Nova Dreamer will not give me any reminders for 1 hour. И если я нажму это 6 раз, то значит в течение часа новодример не будет включать напоминания. So at the beginning of the night, you push it 6 times,
And then after 90 minutes you have your first REM period, and then the lights will start flashing. И, может быть, в течение часа он не работает, и затем, может быть, там, через 90 минут у вас начинается быстрое движение глаз, и он срабатывает. And so the lights flash, and suppose at first they wake you up. И, допустим, в первый раз это заставило вас проснуться. Then what you do is you push the button. Тогда что вы делаете? Вы просто нажимаете на эту кнопочку. Say 3 times. Например, 3 раза. And then go back to sleep. И снова That delays продолжаете спать. for 30 minutes, letting you fall back to sleep. И у вас есть 30 минут на то, чтобы спокойно заснуть. And then the next REM period comes along. И затем снова приходит следующий период движения глаз. You start dreaming again. The Nova Dreamer detects that, gives the flashing lights. И снова срабатывают огоньки. And you think it woke you up again. И, возможно, это снова заставляет вас проснуться. And so you push the button. И тогда вы снова нажимаете на кнопочку. But this time, it doesn't work. Но в этот раз оно не срабатывает. Push the button, nothing happens. Нажимаете кнопочку, не Why срабатывает. not? Почему нет? Because you're dreaming. Потому что вам это снится. You see, because the Nova Dreamer awakened you the first time, И потому что Новодример разбудил вас в первый раз. now you have the expectation, flashing lights, oh, it will wake me up. And you have a dream that it woke you up У вас instead. есть такое ожидание, что если замелькали огоньки, то это вас заставит проснуться. И вот вам снится, что вы проснулись. And you have a built-in reality test, И вот у вас есть тест на реальность. just like the rereading text. Это так же, как перечитывание текста. Because this Nova Dreamer Потому что этот Новодример, has a little computer chip in it, в нем есть маленький компьютерный чип, and that's why when I push the button, the lights flash immediately, and you hear a sound at exactly the same и time. именно поэтому, когда я нажимаю кнопочку, одновременно мелькают огоньки и раздается гудок. Now, do you think if you saw a Nova Dreamer in your dream, that in that Nova Dreamer would be a dream computer chip that would be programmed to do exactly what this... Вы думаете, что если вы увидите этот Новодример в вашем сне, то там в этом Новодримере будет реальный компьютерный чип, который будет срабатывать, когда вы нажмете на кнопочку? No. So, the way that we are able to see the light and hear the sound and feel the sensation of pushing the button all at the same time. И вот способ, когда мы можем одновременно с нажатием кнопки увидеть вспышки и услышать звук, Is because of our sensory systems taking in information at the same moment. это происходит благодаря тому, что наша сенсорная система одновременно воспринимает эту информацию. But remember, in the dream, there's no sensory input from the outside world. Но в нашем сновидении нет сенсорного ввода информации из внешнего мира. So the only thing that ties together the light and sound and sensation is your expectation. И единственное, что объединяет свет, звук, это ваши ожидания. And that turns out not to be good enough to represent it exactly. И оказывается, что это все недостаточно хорошо, чтобы в точности повторить все. Most things in dreams work realistically, but machines and the really new technology that our brains were not evolved to understand. Многие вещи в сновидении работают очень реалистично, но что касается разных устройств и новых технологий, которые являются сложным продуктом мозга, это не так. They tend to malfunction. Они обычно не функционируют. So, next time you find some piece of Russian technology that doesn't work, you should ask yourself whether or not you're dreaming. И в следующий раз, когда вы столкнетесь с какой-нибудь российской технологией, что-то у вас не будет срабатывать, подумайте, может быть, вы спите. So, yes, I know that just because something doesn't work doesn't prove you're dreaming. Конечно, я знаю, что если что-то не работает, это еще не означает, что вы спите. But it is a good sign with this, that if you push the button and it doesn't work, especially since then you fly out of the bed next. Но это очень хороший признак, когда вы нажимаете на кнопочку, и все это не срабатывает, и вы при этом находитесь в постели. So you see, the device is designed to do what you can do without it. You don't need the device, it just makes it easier to practice. Это устройство предназначено, в общем-то, для того, что вы можете сделать и без него. Оно создано лишь для того, чтобы облегчить эту практику.
It uses the same principles that you can, with perhaps more effort, use with purely mental techniques. И, в принципе, немного больше усилий приложив, вы можете достичь того же, используя чисто ментальные техники. Okay. So, does everybody understand how the Nova works and the techniques that we described? Всем ли понятно, как это работает и как работают техники, которые мы описали? Okay, good. Let's see. I want to talk about one more very important technique for having lucid dreams. Я хочу поговорить еще об одной очень важной технике получения осознанных снов. And then we'll take a very short break to get up and go to the restrooms or just wake up. И потом мы сделаем очень короткий перерыв для того, чтобы встать, подвигаться, проснуться. Okay. We have found in our research В наших исследованиях мы обнаружили, that if you wake, let's say you ordinarily sleep 8 hours, обычно вы спите 8 часов, if you get up after, say, 6 hours и если вы встаете после 6 часов and stay awake for 30 or 60 minutes, и находитесь в пробужденном состоянии 30-60 минут, and then go back to bed for 2 hours, и затем еще идете поспать пару часов, you are much more likely to have lucid dreams in that last 2 hours of the night. Вы, скорее всего, легче получите вот в эти 2 часа осознанные сновидения, чем ночью. In our experiments, people varied from 5 to 20 times higher rates of lucid dreaming in that last section. В наших экспериментах люди получали чаще осознанные сновидения, чаще в 5 или даже в 20 раз. So it's a very powerful interaction. Это очень мощное взаимодействие. So what we now recommend that people do if they want to get the most results for their effort, И вот, чтобы мы рекомендовали тем, кто хочет получить максимальный результат от своих усилий, is to pick, say, one day a week that you can sleep late. это выбрать один день в неделю, когда вы можете долго спать. If in your ordinary week you have to get up with an alarm or something, don't try it then. Если это в течение вашей обычной рабочей недели, когда вы вынуждены вставать по будильнику, не надо это делать. Perhaps a Sunday morning, but sometime that you can sleep late and there's nothing that's going to necessarily get you up. Пусть это будет воскресное утро, в общем, какой-то день, когда вы можете долго спать, и ничто вас не заставит торопиться вставать. Then you wake up 2 hours before you usually would. Итак, просыпаетесь за 2 часа до вашего обычного времени. It's best to wake up from a dream that you first tell yourself and remember, maybe write it down. Лучше всего проснуться вот в состоянии, когда вы видели сон, и вы запоминаете его, рассказываете себе и записываете. And then stay awake, actually get out of bed. Встаете с постели. At a minimum, you must sit up in bed. Как минимум вы должны сесть в постели. You can't just lie. You have to either get out of bed or sit up in bed. То есть вы должны полностью как бы или встать с постели или хотя бы сесть. And essentially wake up completely. И действительно полностью проснуться. Then for a half an hour or 60 minutes, затем полчаса или час, you can either read about lucid dreaming, focusing your mind about the idea, thinking about what you want to do. Вы должны, например, или что-то почитать об осознанных сновидениях, или постараться сфокусироваться на этой идее, о том, что вы хотите. Or meditate, clearing your mind of other things. Или просто медитировать, почистить ваш разум. You see, we want to either think about lucid dreaming or nothing else. И вы должны думать или только о осознанных снах, ни о чем больше. And then go back to sleep and do the mild exercise we described before of focusing your mind, being in the dream that you just woke up from before you got up. Затем вы возвращаетесь в постель, делаете то самое упражнение, о котором мы говорили, вы возвращаетесь в этот сон. And then becoming lucid in your next dream. Затем вы становитесь осознанными в вашем следующем сне.